Здравствуйте. Ну вот оно, наше воскресенье, еще один выходной день. Да, день такой, не то чтобы прям вот мы лежим и отдыхаем. Разные дела, вчера целый день все равно. Ну, дела такого характера: накормить, покушать, убрать. Ну, детям внимание уделить, потому что дети каждый раз подходить. Допустим, я вчера, пока смотрела кино, воспользовалась, сделала себе маникюр. Новенький, чистенький. Завтра едем в Краснодар, тоненькие, чистенькие, ноготочки. Привела руки в порядок, то есть, чтобы не просто фильм смотреть, но уделила себе внимание. Так как завтра в понедельник мы с Ульяной едем в Краснодар и с Костей. Был такой вопрос на последнем ролике. Интересно, насколько хватит продуктов, которые мы закупили до этого. Вы знаете, я не засекала насколько, но такого нету, чтобы я каждый день, допустим, хочу что-то сварить и каждый день иду в магазин. И продукты закупаются. Никогда уже вообще дома ничего нет. Продукты идут закупаться, морозильная камера полная, холодильник полный, стол с продуктами полный, с макаронами, совсем. В погребе все запасено. То есть получается, что продукты закупаются, когда в принципе дома есть что кушать, но из страха, что настанет такой день, что надо закупать. Допустим, если стоит полбутылки 5-литровых масла подсолнечного, то, конечно, я в ближайшую закупку буду закупать продукты. И обязательно закуплю масло. В этот раз я макароны не закупала. Ну, очень много еще дома макарон, спагетти. То есть не так давно я их опять подновляла. Поэтому насколько их хватит, не знаю. Вчера отправляла старшего сына. Он на рынке купил 2 килограмма. Вот такие вот они кусочки. 2 килограмма, 2 куска, 2 килограмма. Кусок 1 килограмм. Масло сливочное. То есть получается, что постоянно идет какая-то подкупка. Ну, конечно, такая, допустим, если сейчас я не хочу никуда идти, то я лучше что-то приготовлю другое, что было запланировано, если вдруг не хватает. А так, если, конечно, продуктов бы вообще не было бы, и вот эта закупка, конечно, это ненадолго совсем на такую семью. Но дети у нас не голодные, поэтому нету такого, что детки кушают за раз 3 литра супа, или за раз там еще что-то. Дети сытые, наедые, едят много, выпечки тоже. И кушают не один раз в день, допустим, завтрак. Перед обедом опять что-то кушают, обед, полдник и ужин, и кефир. То есть вот столько раз детки кушают, уже их не обманешь, без кефира спать не уложишь порой. Че, может, кефир не будем пить? Не, будем. То есть кефир они очень любят пить. Ну, вот так вот ответила на вопрос. Вам тоже желаю хороших выходных. Поехали мы с детьми менять радиатор. Купили радиатор, папа купил ко мне в кабинет, где я работаю. Что там? Резьба сломана. Вот и закончились наши выходные. Завтра уже мы едем с Ульяной и с Костей в Краснодар в больницу. Тебе завтра еще, доча, не на тренировку. Тебе во вторник в 8 утра. Тоже каникулы, сделали тренировку в 8 утра. Почему-то бракованную купили эту. Купили радиатор бракованный. Вот едем менять. Очень много времени воруется, когда такие вещи получаются. Иван начал собирать отопление на выходных пока. А получается, радиатор не подключится, уже надо ехать. Вот тут вся компания собралась. Иван говорит, поехали со мной. Неохота одному. Ну, я его понимаю. Но тут сразу услышали Анюта, Снежана, Ваня. Костя, Максим, мы уже так сказали, что давайте первые, кто 3 сказал, того берем. А то ну вообще компания 5 человек детей. Мы тоже
5 человек, молодец, сыночка, посчитал. Ваня думает, что он за самолетиком едет. А? Ваня думает, что он за самолетиком едет. Ну, это у него навязчивая идея. Это иллюзия, Ваня. Иллюзия. Ну, а так очень рада, что выходные идут, конечно. Ну вот, поменяли, сходили радиатор. У нас магазин «Караван удачи». Никогда в нем у нас не было проблем. Даже я помню, мы покупали дорогие обои, довольно-таки, первый год, когда приехали. И они говорили, что если рулон останется, не разворачивать его, ничего, и с чеком вернуть. У нас ни чека не было, и развернутый он уже был от целлофана. И то они без проблем вообще забрали. Даже мы взяли его вот просто. Мы еще с Иваном, у нас такой характер. Я такая, что лишний раз ничего не пойду менять. Но в последнее время поняла, что в принципе это нормально. Тогда девочкам сарафан меняла. В этот раз вот радиатор сразу на месте все проверили. Все, он рабочий. Сейчас мы поедем на автовокзал. Завтра же мы едем с Ульяной и с Костей в Краснодар. Нам сейчас надо узнать. Мы где-то на 7 часов где-то поедем. Потому что там есть вот, который чуть-чуть раньше. Он, путь у него дольше, но он вообще на каждой остановке и между остановками останавливается. Один раз у нас... Тихо! Он нарушал, да? Да, я его в заблуждение ввел. Я думаю, что я буду обижать, если я могу здесь проехать. Вот едет. Краснодар в больницу? Да, в больницу едем, доча. Ульяне надо и Косте. Вот Костя лежал в больнице, надо обследоваться, надо узнать, как лечиться правильно, чтобы потом Ульяна была более-менее здорова, и Костя. Да, доченька, и вас брать с собой нет смысла, потому что неизвестно, сколько мы просидим в очередях, сколько мы там будем, вы только устанете. То есть, если бы мы знали точно, что мы вот там 15 минут, час побудем в больнице, и потом можно погулять, сходить. Но мы этого не знаем, потому что Ульяна едет без талона. Это значит, нас примут, когда у них будет время. Ну, не знаем, когда, в общем. Будет видно, поэтому мы уже... Папа остается с вами, а мы поедем сами, чтобы никого не торопить. На машине мама не рискнет по Краснодару ездить первый раз, там движение такое. Поэтому мы доедем до автовокзала, там возьмем такси и прям до больницы. Мама так вообще Краснодар не знает. Я поеду первый раз в Краснодар. А мы были с вами только на автовокзале. Вот когда мы в Анапу ездим, мы с вами были. Сзади сидят мороженоеды. Уговорили купить мороженое. Уже мороженое стараемся так в дороге им не покупать, как летом. Но они были непреклонны. Они, когда просились с нами ехать, думали, будут банкеты, что мы будем гулять везде. Мы сразу им сказали, нет, у нас нет сегодня такого настроя. Ну, они не верили. Ну, вот хоть мороженое, но кушают, да? Банкетчики банкетируют. Вообще-то мы сладкоежки. Сладкоежки, да. Летим домой. Летим на самолете, Ваня говорит, домой. И снова этот прекрасный момент. Пацаны уже катаются, ждут нас, встречают. И снова этот прекрасный момент, когда ты просто звонишь сыновьям и говоришь, открывайте дверь. Вообще девчонки открывают сегодня. Костя. Открывайте дверь. И все открывают дверь. И ты въезжаешь. Ой, даже собаки орут.
Ой. Ой, что-то эти сегодня прям... Они уже такие страшненькие были, а что-то сегодня они прям... Ой, прям раскрылись как сильно. И эти прям раскрылись, хризантемки. Пчелки летают. А, уже нету. У нас нету уже здесь этих дощечек, которые висели. Это у пасечников рамки старые висели, но Иван их уже унес. Они у него здесь висели. Кто-то в комментарии спросил, что такое за досточки, поделитесь, тут висели. Видите, их уже нету. Это рамки старые. Там, посмотри. Тарелки большие доставайте. Ой. Ой, такие ножки. Даже сегодня не пришлось коленца. Даже тарелочки большие. Вот эти. Тарелочки туда уносите. О, это коленца. Ушел? Ну, не ушел, вот. А? Не ушел, вот. Ой, здесь какая вкусная шкура, все вкусно. Это коленцы. Ой. Они у меня 2 дня пропитывались в маринаде. Они, посмотрите, какие нежные. Коробочки убирайте со стола. Да? Здесь блюдо. Это сюда. Это тоже сюда? Это на стол, а это собачкам вот я выливаю сок, потому что я варила вообще без сока. Сейчас ручки помою и буду... Ром, достань 2 глубокие чашечки. Да. Вот эту дай, вот эту квадратную. Руки моем все. Щупальца, карман. Это нет, это щупальца. Осьминогов не было. Мы любим осьминогов. Это тоже на 2 стола. Дай-ка это. Это моя любимая. Это щупальца кальмара. Накрываем обед. Воскресенье, 2 часа дня. Мы только обедать садимся. Ну, у меня тут вода с малиной. И у Вани тоже. Дети себе чай хотят. Это щупальцы кальмаров. Это жареные коленца в духовке. Рожки. Ну что, кто-то под столом лазит? Салат. А? Нет. А что так пришлось? Салат, помидорки, перчик, укроп. Коленца. Я их просто разобрала. Разрезала. Щупальца кальмара, рожки. Так, всего понемножку. 6 щупальцев кальмара. Ой, 6 коленов пожарила. Садимся кушать. Дети наливают чай. Пока дети еще не разъехались из дома, но мы всегда стараемся кушать все вместе. Садятся за стол. Малыши очень осторожно пробуют. Снежана очень любит щупальца кальмаров. А Анюта с Ваней очень осторожно. Василиса говорит, нравится. Да, там делите, раскладывайте. Я поставлю до щупальцев. Угу. Вот.
Приятного аппетита, дети. Кушайте. Снежан, ты не на свой стульчик села, дочь. Очень вкусно. Я уже поняла, что осьминоги это то же самое, что и это, как их там называют? Нет, не одно и то же. Их баби, да, мама? Салатик еще кушайте. Салатик, дети, накладывайте. Дайте мне туда это мама, а что они тело не кушают? М? Что они это тело не кушают? Рожки пусть кушает. Не соус. Ты попробуй. А, соевый соус. Дай мне тот соус. Хочешь, дай мне. Дай. А что ты не хочешь? Спасибо. Я целое тело съела. Угу. Я, мама, я, дети, вот, давай, водка. У меня вот он кетчуп. Нет, мама, Костя, попробуй свинка. Костя, это... Фу ты. Да, я уберу вот. Это не крабы. Я уже... Это кальмары. Коль, попробуй кальмара. Я уже один попробовала, и второй. Я один кусочек от мамы. Да? Ну, нет. Я чуть не понравилась, да, мама? Не понравилось тебе? Чуть-чуть не понравилось. Тебе вообще не понравилось. Нравится, почему? Я все ем. Это вкусно, мама. Где кровь? Нету тут крови. А ты тут выпей кость, да, мама? Мясо. Дети, это кальмары. Это их щупальца. Там нету краба. Нет, крабье мясо, типа. Угу. Щупальца это осьминоги, да, мама? Нет. Осьминоги, которых мы покупали до этого, это другие. На улице такой крик. Не знаю, увидят меня, перестанут, нет. Но я пошла только от того, что настолько... Угу. Я с Костей веселюсь. А? Я с Костей веселюсь. Мы такого ничего плохого не делаем. Кого ты, Анюта, маме расскажешь? Ага. Привет. Чем занимаемся? Во что? Мама. Мама. А, Я кузнечка спустил, когда он прыгнул. ой, хорошо, конечно. Мы с Максимом играем в путешествие. А куда, в какую страну путешествуете? Ага. Да? Пойдем походить, А, Мама, на ты косу что?
Максим, кабачки не рвите, не надо. Кабачки, тыквы не рвите. Хорошо. Снежана, мне кажется, ты очень легко одета. Тебе холодно? Вообще не холодно. Застегнись. Мальчики, Максим, только там смотрите, а то доска с гвоздем будет, не надо там лазить. Там же лежат старые доски, а в досках гвозди. Не надо, ногу проколите. Гуляйте, где нету такого кучки с гвоздями. Там старые доски, а в досках гвозди, мальчики. Хорошо, что я вышла. Угу. Снежана, жилетку надо одеть. Слишком легко ты одета, без шапочки, без ничего. Ну-ка, давай-ка. Хорошо, что я вышла. Вы что тут нахозяйничали, а? Все раздетые. Не хочу. Я устал. Ужас. Не кусай меня! Я хороший! Переотдыхали называется.